Привет, Ансен. Здравствуйте. И снова мы едем в Потсдам. Хотим порадовать вас этим прекрасным городом, его картинками и, конечно же, зеленью, красотой, прелестью всего этого города. Супер, вообще, обалдеть сегодня. Как Андрей любит делать акцент на каждом слове. Да ладно. Кто готов вместе с нами отправиться в путешествие, пойдемте. Проходим через Бранденбургские ворота и идем в парк Сан-Суси. Буду наслаждаться. Даже пень, весенний день. Березкой тоже стать мечтает. Ну что ж, мы теперь с площади Луизы отправляемся дальше в парк Сан-Суси. И хотелось бы пару слов сказать про саму Луизу, потому что у нее довольно интересная история. Она была принцессой, а потом вышла замуж за наследника прусского престола и стала королевой. Ее называли королевой сердец, потому что она действительно была очень любима народом, а в детстве была безумной лентяйкой, учиться не хотела и пряталась от своих учителей под юбками своей бабушки. Бабушка считала, что вообще не важно, будет грамотная эта принцесса или нет, главное удачно выйти замуж. Ну, в общем-то, так и случилось в конце концов с Луизой. И самое интересное, что когда в 17 лет она должна была выйти замуж, она все свои знания подтянула в течение полугода, чтобы не позорить своего будущего мужа. Когда-то здесь находился каретный двор, который обслуживал дворец Сан-Суси. А сейчас здесь находится кафе. Ну, двери, ворота закрыты. Попробуем зайти, посмотреть, что там такое сегодня. О, открыто. Точно, что не смазано, да. Раньше здесь на улице стояли столики, и в этом атмосферном месте можно было очень вкусно покушать, особенно с учетом того, что это место не туристическое. Идем дальше. Предлагаю пройти моим самым любимым путем, чтобы попасть в парк Сан-Суси, вот через эту маленькую такую вот дверцу. Я ее просто обожаю, потому что она имеет свой секрет. Проходим. Ой, подожди-ка, смотри, какой доводчик, а? Это же просто красота. Со страшным скрипом сапоги. Так и наша дверца. И мы попали на территорию церкви, которая называется Церковь Мира или Церковь Примирения. И она выстроена в итальянском стиле. На самом деле она меня очень впечатляет, но еще больше меня впечатляет ее история, но об этом немного позже. Принц наследный Фридрих Вильгельм IV, будучи еще очень юным, путешествовал по Италии, и занесла его нелегкая на остров Мурен, где разбирали старый, потрясающий, невероятный византийский собор. И все, что оставалось от этого собора, было представлено на аукционе. Наследный принц приобрел эту позолоченную мозаику XIII века всего лишь за 385 талеров. Посмотри, как здорово смотрится церковь, она как будто бы расположилась на острове. Кстати, пруд искусственный. Ну вот, наконец-то мы зашли уже на территорию самого парка Сан-Суси, и, конечно, зелени однозначно не хватает, но только посмотри вот туда вдаль. Видно и вот этот грот Нептуна, который восстановили на деньги простых людей. И вот эту старую картинную галерею, которая является самой старой картинной галереей в Германии. Такое дерево, это же просто нечто. Здесь, в этом парке, такое невероятное количество старых деревьев. Вот давай подойдем ближе, насколько огромен его ствол.
Ну вот, как-то так. Человека 4. Я не знаю, но прям вот реально оно огромное. Интересно, ему лет 200-300, сколько Ну, ему? это плота, наверное, лет 300 точно есть. Наверное. А вот это дерево, вообще бедняга, его прям распластало по земле. Летом, наверное, хорошо здесь в кроне прятаться. Летом очень здесь здорово, потому что это все становится зелененьким. И, во-первых, можно спрятаться от солнца, а во-вторых, само местечко получается такое как будто бы укромное, как будто бы под каким-то зеленым шатром. Ну вот, мы добрались до самого главного пункта. Это, можно сказать, жемчужина этого парка. Это дворец Сан-Суси. Этот дворец был построен на холме для Фридриха II. И такое получилось невысокое сооружение. Можно сказать, что домик в деревне только для короля. Сегодня мы решили не идти к дворцу Сан-Суси, изменить немного нашим привычкам. И пойдем сразу же к чайному домику, который находится совсем недалеко. Вот этот мостик отреставрировали буквально каких-то 2 года назад. И давай вот сюда повернем, Андрей. Смотри, какой шикарный вид открывается на, ой, птички, на мельницу и на гостиный дом. Заставка для рабочего стола. Нарциссы и я. Это да. Красота невозможная. Ну вот и добрались мы до чайного прекрасного домика. Мы его очень любим, потому что он такой симпапулечка, во-первых, а во-вторых, давайте подойдем поближе. По мнению скульптора 18 века, китайцы должны были выглядеть вот так. Присмотритесь, абсолютно европейские лица. Ну а скульптор тогда вывел прислугу из дворца и прошелся и сказал: вот этот, вот этот, вот этот. Похоже, по моему мнению, на китайцев. Вот и получились вот такие европейского плана китайцы вокруг китайского чайного домика. Посмотри, какая чудесная композиция. Она чашечку подставляет, он ей чай наливает, а тот, который пьет, ну прям ты ощущаешь аромат этого чая. Очень здорово. Идиллия. Ну все, я тоже себе сейчас тюрбан на голове сделаю. В желтом цвете, мандариновый цвет, да? Да, я буду. Как настоящая китайка. Подожди, как там было? По-моему, назад. Сейчас. Фамилии, здесь действительно живут люди. Ну а теперь через вот эту калиточку. К нему гости непрошенные. Какая красота. Смотри, какая прелестница. Прелестница и соблазнительница. Куда пойдем? Налево, к Или церквушке. направо? Я думаю, там дороги сходятся вместе. Там коня потеряем, а тут вообще непонятно, что найдем. Ну давай, пойдем тогда. Коня потеряем, все равно его нет. Да. На этой прекрасной ноте мы завершаем наше путешествие. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!